Друзья мои, всем привет, с вами компания PandaWay. Ребят, мы хотели найти для вас конкурента, не для вас конкурента, а конкурента для BYD Song Plus для вас. И приехали вот в такое место, где много брендов различных. И хотели мы посмотреть на Ion V. По нашему мнению, это самый такой близкий конкурент для Song Plus. Но потом мы подняли цифры, подняли разные бренды и нашли для вас кое-кого поинтереснее. Встречайте, Leapmotor C11. Красавчик по доступной цене и с сумасшедшими характеристиками. Поехали! Не будем вас томить, сразу начнем с цены, как вы любите. Значит, цена начинается на него от 160 тысяч юаней в Китае. Максимальная цена 200 тысяч юаней. Чтобы вы понимали, за 200 тысяч юаней это будет полный привод. 400 киловатт суммарная мощность. Всего у этого автомобиля 4 комплектации. 2 комплектации с запасом хода 510 километров. Одна комплектация с запасом хода 610 километров по циклу NEDC. И одна комплектация, это которая с двумя движками полный привод, 550 километров по циклу NEDC. Неплохо, да? У автомобиля есть 4 цвета отделки салона. И здесь представлен материал отделки стоек и крыши. Приятный такой, похож на алькантару. 9 цветов корпуса и 2 типа дисков. Естественно, современная оптика. Ходовые и дальние огни выполнены с отражателями с такими. Сами лампы расположены сверху, наверху, а исход света идет через отражатели. В зеркалах имеются повторители поворотников, дальний стоп-сигнал и задний поворотник. Друзья, машину просто нашпиговали партрониками. Партроник здесь, там. 12 партроников всего. Эта машина просто утыкана камерами. У нас спереди одна, вторая здесь. Есть камера слежения за полосой. Есть сбоку камера, которая активирует систему поворота. Есть камера в зеркалах. Есть камера сзади. И, ребята, есть камера еще сбоку, вот здесь вот в дверной арке. Мы изначально даже подумали, что это камера, которая дает вам доступ к автомобилю, но нет. Она не дает доступ к автомобилю, она работает для системы 360 градусов и для системы автопилота. То есть, ну, вообще просто космос какой-то. Конечно же, хочется заглянуть под капот и посмотреть, что там. Потому что, я вам не сказал, у версии с одним мотором, задний привод, мотор находится сзади, соответственно, что же интересно под капотом? Вот я не знаю, честно говоря, я еще не заглядывал туда. Давайте сделаем это вместе. Поднимается, а здесь у нас багажничек такой небольшой. А почему он небольшой такой, если мотор находится сзади, да? Потому что, наверное, здесь у нас, кроме мотора, что-то еще есть, да? Да, это у нас аккумулятор 12 вольт, я так понимаю. Мотор расположили сзади, а все остальные компоненты спереди. Вот здесь я уже вижу алюминиевую конструкцию. Есть сталь, то есть материал корпуса у нас сталь с алюминием. Место под багажник поэтому такое небольшое. Сверху у нас, посмотрите, шумка. Шумка с теплоизоляцией, очень хорошо. Остальное все под пломбами. Автомобиль находится на гарантии, соответственно, все это только для сервисного центра. Упоров держателей нету, все как у люксовых автомобилей. Я начинаю влюбляться в него. Что у нас здесь? 2 лючка с зарядкой. Медленная зарядка и быстрая. Так же, как мы увидели у Дельфина, да? Опять же, издеваются над водителем. Как ты говоришь, заставляют... Да. А здесь они еще дальше поставили просто разъемы. Как ты говоришь, да, чтобы водитель бегал, ходил и спортом занимался. Ну можно же сюда, вот же место есть. Водитель вышел, подключил, зарядил. 20-дюймовые колеса, шины Continental. Не китайские. Слушай, интересный такой факт. У модели, которая проезжает 510 километров, там 2 комплектации, напомню, у них установлены разные батарейки. Одна из них это литий-железофосфатная батарейка с емкостью 78,5 киловатт-часов.
а другая тройная литиевая батарейка с емкостью 76,6 киловатт-часов. Соответственно, обе эти модели, они проезжают 510 километров по циклу NEDC. Вот есть такая особенность. То есть тут уже каждый выбирает свое, да, кто-то за тройную литию, кто-то за литий-железофосфат. У остальных двух там уже только тройная литиевая батарейка. Во всех комплектациях водяное охлаждение и подогрев батарейки. Активируем систему, включили, нажимаем тормоз, вводим пароль, драйв, все, поехали. Слушай, звук. А что за звук-то, интересно? Гудит мотор. Не похож, слушай, на звук электромотора. Может быть, это типа как требование озвучить электромотор? Мы сейчас выяснили, что вот этот вот звук, который вы сейчас слышите, это правило безопасности для электромобилей, дополнительный звук электромотора. Его можно выключить. Вот. Отключается, и мы едем в полной тишине. Ну что, посмотрим багажник. Как он открывается, да? Кнопочка открытия багажника расположена с правой стороны, вот такая маленькая, скрытая, чтобы незнающие люди не открыли ваш багажник. Ребят, посмотрите, какой огромный багажник. 427 литров в таком сложном состоянии. В разложенном 892 литра. Но я, честно говоря, бы хотел замерить Антохами его. Опять ты меня мучаешь. Второй Антох поместится? Давай посмотрим, один ли поместится у нас для начала. Ой-ой. А как я изогнусь? Маловато места будет для двух Антох. Но справедливости ради, он глубокий. То есть да, высоту не хватает за счет дизайна, то что скосили, но он глубокий. Антоха! Ну что, как тебе, комфортно? Нормально, но могло бы быть и лучше. Багажник огромный, но это же не все. У нас же есть еще и ниши, вот такие вот. Посмотрите, вот такая глубокая ниша, большая. И знаете мне, что интересно? Что это они сделали, вот эту нишу, в машине с задним приводом. То есть вот здесь у нас установлен мотор. Мотор мощностью 200 киловатт. Смотри, как грамотно сделали всякие полочки, отсеки. То есть все классно, все удобно, вообще супер. Просто я прям завидую. Друзья мои, но это не все. Здесь еще есть система V2L. В комплекте идет вот такой вот переходничок, который подключается к разъему медленной зарядки. Вот таким образом. Вот так вот. И вы можете подключать различную аппаратуру, различную технику и устраивать пикники. Если ваш друг разрядился, вы можете приехать и спасти его. Слушай, динамика прям, ну здесь 200 киловатт, движок, 380 ньютон-метров крутящего момента. То есть машина такая резвая очень прям. Рекуперация, чувствую, включена здесь повышенная, потому что я педальку убираю, сразу начинает рекуперация идти. Получается, есть либо слабая рекуперация, либо сильная или настраиваемая. Я поставлю слабую. Так, мое любимое отображение ограничения скорости на табло, прям приятно. Хорошо, здесь можно 80 ехать. Да. О, нормально, да? Прям ощущается динамика в машине сильно. Тебя так колебания не прижимает. Не прижимает. Но здесь разгон до сотни 7,9 секунд. У меня 6,9 секунд. Заходим в автомобиль. У нас сидушечка отодвигается, чтобы мы комфортно, удобно залезли сюда. Все, закрыли дверь. Обратно восстанавливается все под ваши настройки. Так, что у нас здесь? Материал кожзам. Естественно, кожзам, ребят. Стоимость автомобиля этого конкретно
180, чуть меньше даже, 180 тысяч юаней. Ну, за эти деньги, ну просто, если бы здесь еще была и кожа, я бы вообще просто с ума сошел бы. Ребят, мы сейчас спросили у менеджера. Сидушки выполнены из кожи напа, представляете? За 178 тысяч юаней кожа напа. Блин, они меня просто убивают. Короче, сидушки выполнены из кожи напа. Здесь у нас кожзам. Руль выполнен из кожи напа. Руль имеет подогрев. Сидушки имеют подогрев. Сидушки имеют продув сидения. И зеркала боковые с подогревом. У меня на Ливане нет подогрева в зеркалах боковых. Антон, короче, мне кажется, что ты погорячился, когда сказал, что ты купишь себе Ion V. Я думаю, тебе надо пересмотреть это свое мнение. В Ion V мы еще зайдем, посмотрим ее, но я думаю, что после этого автомобиля в Ion V мы будем с тобой хейтить. Бардачок с подсветочкой, все, тут ничего примечательного. Центральная консоль, смотрите, красивая у нас есть такая крышечка, да? Напоминает крышечку, как делали BYD. Открывается. Здесь у нас есть ниша. Есть два USB разъема, есть слот для карты памяти, есть розетка 12-вольтная. Ну все, да, так стандартно, вроде как с виду, да. Но нифига не стандартно, ребят. Для любителей айфонов, для любителей компании Apple есть здесь вот такой слот, куда вы можете вставить ваш чехольчик с наушниками, который будет заряжаться. А тем временем вы можете вот так открыть, достать наушники, достать вот эту гарнитуру. И вот здесь вы можете подключить эту гарнитуру. Пассажир подключает ее и смотрит здесь свои какие-то фильмы, слушает свою музыку, в то время, когда водитель едет и слушает основную акустику в машине. Представляете? То есть у вас две разные акустические системы. Телефон вы можете положить сюда. Беспроводная зарядка. Опять же, все обычно, да, все стандартно. Но если вы хотите, вы делаете вот так вот. Поднимается вот такой крепеж. И сюда вы вставляете телефон. Вот так вот. Офигеть. Ребят, ну слушайте, они просто меня убивают. И эта компания Leapmotor, она просто меня убивает. То есть про вот эти кармашки даже говорить не стоит? Давайте заглянем в подлокотник. Нажимаем кнопку, открываются две шторки, соответственно, можно их по раздельности открывать. Вот. То есть, как хотите. И здесь у нас, ребят, тоже все продумано. Посмотрите, у вас есть основной кармашек, положили сюда, да. Есть также, отодвигается, есть потайные, скрытый такой отсек. Слушай, и там что-то тоже есть. Да хорош. Блин, Антох, ты сейчас просто... Там тоже есть, представляешь? Смотри! Блин, тебе надо это снять. Да как так? Тут открывается вот такая вот ниша, и там есть еще потайной, скрытый вот такой карман. Я давно так не удивлялся во всяких бардачков. Это был стартап, то есть здесь работали какие-то сумасшедшие умы, вообще ребята, задние сиденья с подогревом. Здесь у нас есть вентиляция, подогрев, сзади подогрев. Блин, я не знаю, я уже боюсь куда-то смотреть вообще. Мне кажется, сейчас я еще куда-нибудь посмотрю и просто вообще потеряю сознание. Слушайте, ребят, просто обзор затягивается. Мы хотели заскочить сюда, просто быстро снять и убежать. Но столько фишек. Система. Есть вот такие вот просто шторки, боковые шторки. Отсюда даже есть шторка. А снизу, интересно, есть? Снизу нет шторки. Короче, просто настроек куча. Все удобно, есть разные быстрые кнопки, горячие клавиши, но есть главный большой минус, который, в принципе, мне не дает покоя. Здесь нет английского языка. Вот это как так? Вейшемамиё инвен. Отсутствие английского языка только удерживает меня, чтобы прям не купить эту машину. Но менеджер говорит, что во второй половине этого года, 2022 года, они сделают обновление и будет английский язык. В принципе, я верю им. Руль. Размер вообще четкий, классный, все удобно, вообще замечания не могу сказать. Охват приятный, мягенький такой, отлично. Обзор тоже хороший, большой. Так, что у нас с амбразурой? Там амбразуру тоже нормально, в принципе, видно. Зеркала немножечко маловаты, чуть-чуть совсем маловаты они. Посадка удобная, комфортная. Дядя? Тут прикольно. Сразу же включается камера поворота. Как ты любишь, да, Антон? Да.
мне вот не нравится то, что открытые экранчики, это вот то же самое, что у Нио, да, ну то же самое, что у многих машин. Я думаю, что все равно будет бликовать, если будет, там, допустим, солнце в зените где-то попадать, лучи сюда, мне кажется, будет блики. Сейчас мы просто едем, у нас закат, на закате, и здесь как бы все четко видно хорошо. У нас здесь 3 монитора, боковые по 10,2 дюйма, средний 12,8 дюймов. Сейчас мы ехали, и я почувствовал, что мне не хватает козырьков. Не то чтобы бликовало что-то, да, что-то мешало, а именно вот визуально и, так скажем, по ощущениям, по таким, все-таки хочется, чтобы, по крайней мере, приборная панель водителя, чтобы она была закрыта и утоплена. Возможно, это все-таки дело привычки. Возможно, я привык еще со старых времен, да, что всегда у нас приборная панель, она утоплена в какую-то такую шахту. Да. 6 подушек безопасности. У нас одна здесь, в руле, здесь и 2 по бокам. Регулировка руля есть по высоте и по вылету. Для этой машины они взяли прям все фишки вот из топовых машин. Да, где-то, возможно, качество где-то немного уступает, но все фишки эти присутствуют. Память сидений. И еще здесь есть настройка поясничного подпора. Я не знаю, в какой еще машине за такие деньги есть все это вот. Да, ребят, все это красиво, все супер, конфетка такая прям. Но, конечно же, у многих остаются вопросы, а что с качеством? А вдруг она сломается, да, вдруг я возьму и там через год она посыпется вся, да. Есть же гарантия. И знаете, что интересно? Гарантия на нее пожизненная. Пожизненная гарантия. Ну, естественно, с китайскими оговорками. Там, типа, для первого владельца там, вы не должны проезжать больше 30 тысяч километров за год. Посещать только официальные ТО. Обязательно приезжать, пользоваться только оригинальными материалами. Но, тем не менее, пожизненная гарантия. То есть, в принципе, все эти условия, они выполнимые. Можно спокойно все это делать, и вы будете всю жизнь ездить на этом автомобиле, кайфовать, и в случае какой-то поломки приезжать просто, и вам все это будет менять и ремонтировать. Ну, по крайней мере, так это происходит у меня с Ливаном. Что бы ни происходило, я приезжаю, мне это спокойно, без проблем меняют. Что будет в дальнейшем, я вам расскажу. Если там через 2-3 года, возможно, там что случится с ним, и будут какие-то косяки, конечно же, я вам расскажу. Но пока все хорошо, ребят. И то же самое, я думаю, будет с этим автомобилем. Но все это будет в Китае. Поэтому, если вы, конечно же, купите автомобиль в другую страну, гарантия аннулируется. Двери, ребят, смотрите, рамок нету. И я думал, честно говоря, что это будет какой-то минус для шумоизоляции. Но сейчас мы проехали на этой машине, и я скажу вам так, что шумоизоляция очень хорошая. И вот Антон сейчас снимает стекло, и он хочет рассказать вам про то, что у этого автомобиля двойные стеклопакеты. Все продумали, нигде не сэкономили пока что. Я не могу придраться к чему-то. Хотя нет, могу придраться. Они оставили открытые пороги, посмотрите. То есть выходишь, и ножки ваши грязные пачкаются. Все равно, наверное, с таким клиренсом 18 сантиметров, ты все равно, наверное, захочешь поставить сюда ступеньку для детей, да, поэтому, наверное, актуальность закрытых порогов здесь отпадает, возможно, для кого-то. Холостого хода у педали тормоза практически нету, да, то есть она сразу нажимаешь, и моментально здесь идет срабатывание. Причем он такой тугой. Ну, в принципе, как бы ничего такого здесь критичного я не вижу. Так, поворачиваем направо, включилась камера, да, у нас? Камера, получается, смотрит назад немножечко и вправо, да? Оп, повернули, все, сразу выключилось. Двойные стеклопакеты стоят, шумоизоляция хорошая. Сейчас мы хотим где-то проверить подвесочку, да? Вот я пытаюсь в ямки заехать. Такие небольшие попадаются. Но он их очень сильно сглаживает. Да, он сглаживает хорошо их. Руль, он неплохой, немножечко он легковат. Если так уже вот прям сильно так искать, к чему придраться, он чуть-чуть легковат. Информативность неплохая, все хорошо. Я хотел докопаться до того, что мне давит в поясницу. Оказывается, здесь есть еще настройка поясничного отдела, представляешь? Блин, да что ж такое, а? Это не та машина, которую мы с тобой хотели купить. Ну, значит, есть до чего докопаться. Давай докапываться. Английского нету. Все, вот. Английского нет. Ну, так, в Айон-Ви тоже нет английского? Нету. В Айон-Ви тоже нету. Давайте сразу про дверь продолжим. То, что она красивая, это я вам уже рассказал. То, что здесь все приятно. Но, смотрите, что интересно. Здесь
есть вот в этой вот нише такой потайной кармашек. Сюда помещается вот таким образом. Бутылка 0,5 литра. Слушай, они задействовали прям вообще все пространство. Там вот даже есть такая, ну, в двери за кармашком, там есть такая впадинка, и, вот, да, и ее даже можно использовать. Эта же бутылочка помещается очень хорошо в подстаканнике, которые с моими любимыми выдвижными упорами. Акустическая система от компании Leapmotor. Всего в автомобиле 12 акустических колонок. Здесь у нас есть камера, отвечающая за безопасность. Ну и также за настройки. Камера запоминает ваши настройки. Это сиденье, это зеркала заднего вида, это музыкальные настройки предпочтения. Вот это все выставляется при помощи памяти лица. Так, ребят, ключик выглядит вот так вот. Здесь у нас есть открытие багажника, открытие автомобиля, закрытие автомобиля. И есть многофункциональная кнопка, которую вы настраиваете под себя. Наконец-то я нашел минус. Посмотрите, как сделана кнопка, вернее ручка открытия дверей. Это просто обычная кнопка. А что будет, если блокаут, если отсутствие питания, если провода там выдернули, или вы попали в аварию, не дай бог? Как машина откроется в этом случае? Зададим вопрос менеджеру. Антон, они здесь нас просто опустили. Ребят, то есть есть вот такая ручка. В случае чего, в случае какой-то аварии, в случае какой-то непредвиденной ситуации, вы тянете за нее и открываете машину, понимаете? То есть, блин, они все продумали вообще. Это был мой козырь. Я хотел этим козырем тыкнуть их, но не получилось. Блин, а здесь то же самое? Дзели мио. Дзели мио, Ига. Так, получается, здесь только есть, а там... Ига, дзели йо. Две таких ручки, одна здесь и одна там. То есть для переднего пассажира и водителя есть выход. Слушай, молодцы, классно. Также компания Leapmotor решила, мне кажется, поиграть со своими покупателями, пользователями. Они спрятали некоторые кнопки в таких местах непривычных для вас. Например, я очень долго искал, как включить аварийку на дороге. Мы тут уже даже полезли в меню, думали, что, возможно, где-то там они скрыли все это в каких-то горячих там настройках монитора. Оказалось, что аварийка в потолке. Вот она, кнопочка, да? Также я не мог найти, где кнопка парковка, паркинг, да? Ручник. Тоже здесь переключение скоростей РНД на лепестке за рулем, но здесь никакой кнопки P нету. Она оказывается вот здесь вот, в нижней части с левой стороны, активация ручника. Антон, я еще не открывал этот козырек. Как ты думаешь, подсветка есть или нету? Да стопудово есть. Есть, конечно же. И смотри, в потолке они грамотно все четко сделали. Оп. О, шторочку открыл, подсветка заработала. Красота. Лампочка сенсорная или нет? Нет. А ты уже проверил, наверное. Да просто жирный будет. Сенсорная? Да ё-моё. Тут есть панорамная крыша и, конечно же, так как это, скажем так, люксовый автомобиль, здесь есть еще и люк. Все на автодоводчиках. А вот, Антон, как ты думаешь, здесь стекла все 4 с автодоводчиками или нет? Я не знаю, честно говоря. Проверяем. Окно водителя есть. Окно пассажира есть. Заднее есть. Ага, не до конца открывается, да? Вот какой минус мы нашли, с тобой. То есть дверь у нас это, вернее стекло, да, заднее, открывается не до конца. А здесь одинарный стеклопакет или двойной? Смотри, по-моему, одинарный. Здесь двойной, здесь одинарный. Но есть автодоводчики. ACC, 只能用 ACC 呢。 Давай, ACC, бля. Дом булял. Конечно, мы чуть взяли. Так, ребят, значит, мы сейчас хотели протестировать автопилот. Нажатие вниз должно, по идее, активировать автопилот. Активировался у нас круиз-контроль, но автопилот не активируется, и менеджер говорит, что, скорее всего, из-за того, что система не обновлена. Прям везучий на эту тему. Да, что-то у нас все машины какие-то не обновленные получаются. Ну, на самом деле странно, да, зачем они машину на тест-драйв ставят, которая не обновленная, которая не готова. Ну, это бред полный, согласен. Да. Кочки мы здесь такие сильные прям не нашли. То есть подвеску мы так
по небольшим таким неровностям проехали, вроде как она сглатывает хорошо. Ну и в принципе такого, что такого жесткого мы не заметили, да, вот как бы, ну приятно в принципе ехать. Шумка не топ, это не, кто у нас там, не Hongqi, да, Hongqi, вот, мне кажется, максимальная была среди китайских, прям вот Там вообще. и прайс. Там и прайс, да. Вот здесь, но шумоизоляция хорошая. Так. Леша, ты как обычно со своими ногами даже до педалек не достаю, блин. Я не то чтобы самый коротконогий. Сразу же могу сказать, что мне нравится, что педалька тут газа не навесная, а из пола. Руль и рекуперацию. А, это была типа сильная рекуперация? Это была слабая сейчас. Подожди, а вот это вот сильная? Это слабая. Вот это сильная. Сейчас попробуем. Автохол тут включен, да? Все, Да. машина встала. Помнишь, в Y1Y мы катились назад с автохолдом? Да. Здесь, слава богу, такого нет. О, прикольно. Да, это здорово. Когда ты поворачиваешь, тебе маленько дает заднюю камеру. Супер. Я вижу, что я никого не подрежу. Огонь. Как тебе? А, я помню, ты ехал там была плохая дорога. Сейчас мы... Во. Слушай, классно съедает. подвеска. Вообще. Сейчас там еще были ямы. Сейчас. Вот, ловим. Класс. Достойно. Очень хорошо. РНД здесь у нас, включение автопилота тоже здесь, на правом лепестке. Есть тут автопарковщик, есть круиз-контроль, есть автопилот. Автопилот у них лип там 3.0, третьего уровня автопилот. Во всех комплектациях, во всех, даже самый дешевый. Просто, блин, самый дешевый, который стоит, сколько там, 160 тысяч, да, по-моему, 160 тысяч, вон, 160 тысяч. 160. За 160 тысяч у вас есть автопилот, блин. Как так вообще? Просто я не верю, слушай, я не верю. Антон, ты обязан купить эту машину. Согласен. Просто, блин, это вообще-то космос какой-то. Я в Ливане так не удивлялся всем этим мелочам. На руле с левой стороны кнопки управления автопилотом и круиз-контролем. Здесь же есть кнопка автопарковщика. Нажимаете, у вас отображается на экране вот такой радар, который сканирует место вокруг, ищет места для парковки. С правой стороны мультимедиа. Дефлекторы, ребят, аккуратненький, плавный ход. Особо не скрипит, ничего такое. Ну, блин, красиво все. Переходим в задний ряд, проверяем, есть ли там место вообще под мои длинные ноги или нет. Вот я сейчас откинулся до максимума. Давай я вот прям до конца вот так вот отведу сиденье. А, тогда ты не влезешь. Так. Садимся. Не получится. Чего не получится? Сиденье отъехало вперед. До конца я Серьезно, сдвинул. ты Смотри, поместился. я поместился, ты говоришь, не помещусь. Так, сзади у нас дефлектор, разделенный, кстати, дефлектор, и два USB разъема. Подстаканники, наверное, вот здесь, мне кажется, должны быть. Подстаканники по-любому здесь должны быть. Я просто уверен в этом. Есть они. И они тоже с упорами, ребят. Все нормально здесь. Есть освещение заднего ряда, и оно наверняка сенсорное. Конечно, сенсорное, ребят. Ну что вы, ну это же лип-мотор. Ребят, слушайте, я вот сейчас смотрю в глаза Антохи, и я вижу, что он в шоке просто. И у него есть что вам рассказать. Я, Леха, тебе хочу сказать, ты эту машину избегал месяца 2-3, а может и больше. На последней выставке, когда мы с тобой там были, в Шэньчжэне, ты просто прошел ее мимо. Потому что на предыдущей выставке мы смотрели с тобой незаконченный вариант, да, машины. Там нельзя было все это потрогать и тому подобное. Сегодня я в шоке от того, как у тебя глаза горят. Я давным-давно не видел, как ты рад машине. Тебе это все приело, все одинаково, там неинтересно, это недостаточно, вот это вот, где упоры, где все. Здесь все есть. И даже я сегодня, ну, серьезно стал задумываться над тем, что все-таки, может быть, это будет моей следующей машиной. Не Volkswagen, не BYD, а именно Leapmotor, потому что здесь все-таки за эти деньги, ну, это, наверное, лучшее предложение на рынке в Китае. Так что, ребята, может быть, когда-нибудь я стану владельцем этого замечательного автомобиля. Давайте, ребят, поставим 10 тысяч лайков этому ролику, и Антоха купит эту машину. Ставим, покупаем. Я сегодня не ожидал этого увидеть. Я думал, мы максимум там что-нибудь эгэгэй, а тут ого-го, прям вот машина превзошла все ожидания. И это давно у нас такого не было.
Молодцы, Липмотор, молодцы. Друзья мои, спасибо за просмотр данного ролика. С вами была компания Pandaway из Китая. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если понравился, поставьте палец вверх. Не забудьте подписаться на канал. И, конечно же, оставайтесь с нами, и у вас все будет хорошо. Лех, ты что, собрался уезжать? Да? Так-то мы в салоне. А, точно. Потерялся от восторга. Точно.